осталось всего несколько минут. Быть может, мы никогда больше не увидим друг друга. Неужели вам нечего мне сказать? Думаешь, что может быть прекраснее такой жизни? Нет уж, вы послушайте! Вы тут не в отдельной квартире живете! Собственной! А в коммунальной! Ленинградская гостиница «Астория», 21 мая 1957 года, ровно 4 часа утра по московскому времени. В номере 712 царит мертвая тишина. На полу, в шелковом халате, лежит великий Александр Вертинский, король русской эстрады, кумир эмиграции, покоривший некогда Шанхай, Харбин и Париж. Его сердце остановилось внезапно, как обрывается песня на самой высокой ноте. Но что, если это была не просто смерть от сердечного приступа? В ту же самую роковую минуту, за 700 километров от Ленинграда, в московской квартире на улице Горького от кошмара просыпается 12-летняя девочка, младшая дочь Анастасия. Ей снилось, что отец падает, хватаясь за грудь, и сквозь туман зовет: «Настенька, береги себя». Она садится в постели, покрытая холодным потом. Часы на прикроватном столике показывают ровно 4 часа. Через час раздастся телефонный звонок, который безвозвратно прервет ее детство. Никто в тот рассвет не мог предположить, что девочка с фарфоровой кожей и огромными глазами станет не просто символом неземной советской красоты, но и роковой женщиной, рядом с которой мужчины будут буквально терять рассудок. Каждый, кто осмелится ее полюбить, заплатит за этот дар проклятия ужасающую цену. Одни превратятся в алкоголиков, другие, одержимые ревностью, сойдут с ума, а третьи будут преследовать ее с ножом, не в силах вынести недоступности. Домработница Марфа потом клялась, что в мистический момент смерти великого барина в московской квартире произошли странные вещи. Все часы, настенные в гостиной, наручные часы матери, будильник в спальне, остановились одновременно. Цветы на подоконниках завяли, хотя накануне цвели пышным цветом. А кот забился в угол кабинета хозяина и не выходил оттуда 3 дня. Мистика или совпадение? Может быть, в тот момент, когда остановилось сердце Вертинского, вступило в силу проклятие рода, красота, унаследованная дочерью от матери, стала не даром, а наказанием. 19 декабря 2024 года Анастасии Александровне Вертинской исполнилось 80 лет. Она живет в одиночестве в подмосковном доме, окруженная лишь портретами отца и воспоминаниями. Никто из тех, кого она любила, не смог стать ее мужем навсегда, и никто не сумел укротить эту неземную красоту, которую она сама считала обузой. Почему женщина, обладавшая всем – славой, талантом, красотой и богатством, так и не смогла обрести крепкой семьи и любящего мужа? Чтобы понять, как смерть отца стала началом личной катастрофы Анастасии, необходимо вернуться к истокам этого рокового союза. Кто на самом деле убил великого шансонье? Внезапный сердечный приступ или проклятие, которое перешло к его дочери, недоступному символу советской красоты? История началась задолго до той роковой ночи, в далеком Харбине, где юная грузинская красавица встретила стареющего артиста. 1941 год. Город Харбин в Маньчжурии, последний оплот Белой России, где эмигранты жили словно призраки, окруженные лишь воспоминаниями о потерянной стране. Здесь, на Большой улице, 17-летняя Лидия Цергвава готовилась к встрече, которая изменит ее судьбу навсегда. Она была дочерью гордого, но обедневшего грузинского рода. Ее дед по материнской линии носил княжеский титул Дадиани, но в изгнании титулы обратились в прах. Семья едва сводила концы с концами. Отец служил на китайско-восточной железной дороге, а мать зарабатывала шитьем на дому. Людочка, смуглая, черноглазая, с гордой осанкой, росла как экзотический цветок посреди снежного города. Именно сюда, в последний русский анклав, прибыл с гастролями 51-летний Александр Вертинский. 25 лет изгнания не сломили его, он оставался королем русской эстрады, кумиром парижских салонов. Но сердце стареющего артиста, уставшее от бесконечных скитаний и одиночества, жаждало тихой семейной гавани. Их представили на одном из светских вечеров. Лидия робела перед знаменитостью, но ее юная чистая красота поразила Вертинского наповал, став живым воплощением всех его романсов о потерянной любви.
Разница в возрасте 34 года не имела значения на фоне вихря чувств. Несколько месяцев он ухаживал за ней, посвящал ей специально написанные романсы, читал стихи. Для девушки из обедневшей семьи возможность стать музой великого артиста была сродни чуду. Свадьба в Харбинском православном храме стала событием для всей русской колонии. Невеста в белом платье из шанхайского шелка выглядела как ангел, а 51-летний жених — как человек, обретший, наконец, смысл жизни. Они поселились в съемной квартире, где Лидия училась быть красивой декорацией к гениальности мужа. В 1942 году, когда Александру Николаевичу исполнилось 52 года, родилась их первая дочь, Марианна. Однако счастье омрачалось тревогой. Война приближалась к Китаю, и Вертинский уже вел тайные переговоры с Москвой. Советская власть была готова принять артиста обратно при условии полной лояльности и отказа от антисоветских высказываний. Лидия Владимировна, для которой Россия была лишь туманной сказкой из рассказов свекра, безропотно согласилась разделить судьбу мужа. Именно здесь, в Харбине, родились слухи, окутавшие будущую Анастасию мистическим ореолом. Злые языки поговаривали, что знакомство Вертинского с юной Лидией было не случайным. Мол, советская разведка специально подыскала стареющему артисту молодую жену, чтобы привязать его к семье и таким образом обеспечить возвращение на родину. Была ли юная жена Вертинского агентом, этого никто не знал, но слух прочно закрепился в богемных кругах. В 1943 году семья Вертинских получила долгожданные документы на въезд в СССР. Москва встретила их суровой зимой. На Ярославском вокзале они увидели серые лица и вездесущие портреты товарища Сталина. Это была не та Россия, которую покинул когда-то молодой артист. Их поселили в гостинице «Метрополь», привилегия, которую получила семья, вернувшаяся на родину. Номер на 4-м этаже стал их домом на следующие 3 года. Лидия была ошеломлена контрастом с тихим Харбином. Московские улицы кипели жизнью, несмотря на войну. Она быстро осознала, что здесь она не княгиня Цыргвава, а жена артиста с сомнительным прошлым. Соседи разглядывали ее с недоверием. Она была слишком красива и слишком хорошо одета. Лидия замкнулась в себе, оберегая маленькую Марианну. 19 декабря 1944 года, в самый разгар зимы, в московском роддоме родилась вторая дочь, Анастасия. Это было ее первое отличие от сестры. Она была коренной москвичкой, а не эмигранткой. Александру Николаевичу уже исполнилось 57 лет, и он смотрел на крошечное создание с умилением и глубокой тревогой, понимая, что времени у него в обрез, а ответственности и прибавилось. Малышка росла в уникальной атмосфере. За окнами метрополя царила суровая советская реальность, но внутри номера был островок старой культуры. Здесь звучала классическая музыка, читались французские стихи и говорили на нескольких языках. Лидия Владимировна была хранительницей этого мира, следя за тем, чтобы девочки росли воспитанными барышнями, но при этом понимая, что слишком выделяться в советском обществе опасно. По хозяйству ей помогала бабушка, мать Лидии, сибирячка, которая вышла замуж за грузина и знала множество кухонь – китайскую, русскую, грузинскую и корейскую. В 1947 году семья, наконец, получила собственную квартиру на улице Горького, 14. 3 комнаты в старом доме после гостиничного номера показались дворцом. Анастасия росла, сочетая южную красоту матери и артистический темперамент отца. В 3 года она уже декламировала стихи, поражая непосредственностью. Дочери жили в мире детских игр и не подозревали, какие суровые испытания приготовила им судьба. Александр Николаевич не знал, что младшая дочь унаследует не только красоту и артистизм, но и роковую способность разбивать мужские сердца, оставаясь недосягаемой. Анастасия обожала отца и ревновал его ко всем, особенно к старшей сестре Марианне. «Мне казалось, что папа – моя абсолютная собственность», – вспоминала она много лет спустя. Если у Маши был день рождения, и папа дарил ей куклу, он обязательно покупал похожую и Насте. Но младшая все равно могла разозлиться, что у Маши кукла в другом платьице, и силой отбирала игрушку. За такие проделки отец часто называл ее бурей в клизме. Драки между сестрами были настоящим смертным боем, но позже они стали очень близки. Однажды за столом папа сказал маме:
«Лилечка, а тебе не кажется, что мы воспитываем девочек не как советских гражданок?» Было принято решение отправить сестер в пионерский лагерь. Каждый выдали по большому немецкому чемодану из светлой кожи с теплыми красивыми вещами – гамашами, рейтузами, ботами, платьями. Обратно они привезли только один чемодан, где лежали лишь маечка Маши и Настины шароварчики. Все остальное своровали. Как только девочки зашли в квартиру, чумазые, оборванные, они первым делом страшно выругались, прошли на кухню и схватили грязными руками котлеты. Родные остолбенели. К тому же сестры постоянно чесались, подхватили вшей. Их замотали в керосиновые полотенца, но лагерные вши оказались на редкость живучи. Девочек обрили налысо и волосы сожгли. Они стали полными бандитками и неуправляемыми отрывами. Когда им купили велосипед, они ездили на даче, держась за борт грузовика без рук. Когда папе об этом доложили, у него чуть не случился сердечный приступ. Было решено – больше в пионерский лагерь ни ногой. Но под этим внешним благополучием и детскими играми скрывалась растущая тревога. Здоровье 59-летнего Вертинского ухудшалось. Сердце все чаще напоминало о себе. Но он продолжал работать, понимая, что каждый день может стать последним. Лидия Владимировна, которой было лишь 28 лет, видела, как муж угасает, и осознавала, что скоро останется одна с 2 маленькими детьми. И вот 21 мая 1957 года. Ровно в 4 часа утра, когда великое сердце Александра Вертинского остановилось в ленинградской Астории, в Москве оборвался сон 12-летней Анастасии. Она проснулась от того, что отец, хватаясь за грудь, звал ее по имени: «Настенька, береги себя». Девочка села в постели, покрытая ледяным потом. Часы на прикроватном столике показывали ровно 4 часа. Смерть отца она восприняла как личную катастрофу. Похороны Александра Вертинского на Новодевичьем кладбище стали событием для всей московской интеллигенции. Анастасия стояла у гроба в черном платье, и даже в этот час скорби она выглядела поразительно красиво. В ее глазах была такая глубокая, недетская печаль, что взрослые мужчины отворачивались, не в силах выдержать этот взгляд. Красота и горе соединились в ней впервые, но не в последний раз. После похорон жизнь семьи изменилась кардинально. Лидия Владимировна, которой было всего 39 лет, получала пенсию по потере кормильца, но денег едва хватало на самое необходимое. Главное, они потеряли покровительство. При жизни Александра Николаевича семья пользовалась привилегиями как родственники заслуженного артиста, но теперь вдова эмигранта с 2 дочерьми стала обычной советской семьей. В 1957 году жизнь их потекла по другому руслу. Потеря отца стала для Анастасии уроком, который навсегда сформировал ее характер. Она замкнулась в себе, перестала играть с одноклассниками, все свободное время проводила дома, перечитывая отцовские книги и переслушивая его пластинки. Мама волновалась. Девочка слишком рано повзрослела, слишком серьезно воспринимала жизнь. Потеря отца научила ее не привязываться слишком сильно, всегда держать дистанцию, не верить в вечность человеческих отношений. Подсознательно она усвоила – любить опасно, потому что любимые могут уйти в любую минуту. Этот страх потери стал ее защитным панцирем, который не сможет пробить ни один мужчина. К 15 годам ее планы на жизнь были четкими и логичными, полностью противоположными миру сцены. Анастасия мечтала стать переводчицей и работать с иностранными делегациями. Эта профессия казалась ей идеальной, можно оставаться в тени, не привлекая к себе лишнего внимания. Она серьезно занялась языками – английским, французским, немецким. Языки давались ей удивительно легко. Учительница французского отмечала, что у Вертинской врожденное чувство языка. Она думает по-французски, а не переводит с русского. Жаркое лето 1960 года. Знакомая Лидии Владимировны, работавшая на Мосфильме, сообщила: режиссер Александр Птушко
ищет девушку на главную роль в экранизации романа Александра Грина «Алые паруса». «Ли, дочка, а что если привезти твою Настю на пробы? Она же такая красивая», — предложила знакомая. Анастасия категорически воспротивилась. «Мама, я не актриса, у меня совсем другие планы», — возмущалась девушка, мечтавшая о карьере переводчика. Но мать была непреклонна, уговорив ее поехать на Мосфильм хотя бы как сопровождающую. «Я помню тот день до мельчайших подробностей», — рассказывала много лет спустя Вертинская. «Жара стояла невыносимая. Я была в простом летнем платье, без косметики. В приемной «Птушка» сидело около 20 претенденток. Все тщательно накрашены, одеты по последней моде. Анастасия почувствовала себя белой вороной среди этих амбициозных красавиц. Когда ее очередь дошла, помощник режиссера проводил ее в кабинет. Александр Птушка, массивный мужчина в очках, даже не поднял головы от сценария. «Ну что у нас тут? Читайте монолог, а соль?» Анастасия растерялась. «А я не готовилась, я вообще не актриса». Режиссер, наконец, взглянул на нее и замер. «Боже мой», – прошептал он, – «откуда вы взялись?» В кабинете повисла тишина. Оператор-постановщик Семен Иванович потом вспоминал, что никогда не видел на лице Птушка такого выражения. Он смотрел на девочку, как на явление. «Не читайте ничего», – сказал режиссер. «Просто постойте у окна и посмотрите вдаль. Представьте, что ждете корабль с алыми парусами». Анастасия подошла к окну, и в этот момент произошло то, что навсегда изменило ее судьбу. Солнце било в стекло, озаряя ее лицо мягким светом. Легкий ветерок шевелил пряди ее волос. В этом взгляде было все, вспоминал Птушка. Мечта, надежда, печаль, ожидание. Настоящая Ассоль. Несмотря на очевидное попадание в образ, Птушка отпустил ее холодно. «Спасибо, мы вам позвоним». Расстроенная Анастасия сказала матери: «Я же говорила, что не актриса, опозорилась и все». Но уже через неделю раздался телефонный звонок. «Девочка, приезжайте на повторные пробы». На второй встрече режиссер объяснил. Он месяц искал свою Ассоль. Перевидел сотни девушек, но только у Анастасии была та недоступность, чистота, которая была ему нужна. Ее честное признание о желании стать переводчицей только укрепило его в выборе. Съемки «Алых парусов» начались осенью 1960 года в Крыму. Для 16-летней Анастасии это было погружение в сказку, но и тяжелейшее испытание. Партнер по фильму Василий Лановый позже отмечал, Настя была совершенно естественной перед камерой. Не играла, а просто жила. Однако за этой естественностью скрывались мучения. Девушка панически боялась ошибиться. Особенно тяжело давались сцены в море. Анастасия категорически отказывалась от дублерш, сама выполняя все трюки. «Я чуть не утонула несколько раз», — признавалась она. Но Птушка требовал, Ассоль должна сама бежать по волнам, иначе не поверят. Оператор Анатолий Петрицкий восхищался такой самоотдачей. К концу съемок Анастасия поняла, что произошло что-то необратимое. «Я влюбилась в кино», — признавалась она, — «не в славу, не в успех, а именно в процесс». Планы поступать в Институт иностранных языков отошли на второй план. Премьера «Алых парусов» состоялась в декабре 1961 года и произвела эффект разорвавшейся бомбы. За первый год фильм посмотрели 23 миллиона зрителей. 17-летняя Анастасия Вертинская проснулась знаменитой. «Я не была готова к такой популярности», — вспоминала актриса. «Письма мешками, фотографы под окнами, невозможность спокойно пройти по улице — это был шок. Популярность стала для нее не благословением, а проклятием. Она стала бояться толпы, так как каждый хотел кусочек ее внимания. Но пока Анастасия пыталась совладать с первой славой, на экраны вышел фильм, который превратит ее в легенду. Съемки фильма «Человек-амфибия» режиссеров Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева проходили еще в 1961 году, когда Анастасия только готовилась к поступлению. Ей досталась роль Гутьеры – загадочные прекрасные девушки, воплощающие на экране идеальную любовь.
Съемки, которые проходили в Крыму и Азербайджане, стали настоящим физическим и психологическим испытанием. Подводные сцены были самыми сложными, вспоминала она. Анастасия категорически отказывалась от дублерш, считая, что если играю человека, который любит море, должна сама все делать. Она проводила под водой по 5-6 часов в день, синела от холода, дрожала, но продолжала сниматься. Ее партнер Владимир Коренев восхищался ее профессионализмом, а режиссеры отмечали, что она рисковала жизнью ради кадра. Самой страшной была сцена в шторм, где ее накрывало 4-метровыми волнами. Премьера «Человека-амфибия» состоялась в январе 1962 года и стала всесоюзной сенсацией. За первый год фильм посмотрели более 65 миллионов человек, установив рекорд советского кинопроката. Внезапно 17-летняя Вертинская стала не просто звездой, а секс-символом эпохи. Письма поклонников приходили мешками, ее фотографии продавались на каждом углу. «Я не была «Человека-амфибии», — признавалась она. Зарубежный успех превзошел все ожидания. Фильм показывали в 80 странах мира. Анастасия стала лицом советского кинематографа за рубежом. Ее фото появлялись на обложках от Парижа до Токио. «Я получала предложения из Голливуда», — рассказывала она. Агенты обещали контракты на миллионы долларов. Но она была вынуждена отказываться, понимая, что в советские времена это невозможно. Или же ей дали понять, что подобные контакты нежелательны. «Иногда мне кажется, что та 17-летняя девчонка умерла в день премьеры», размышляла много лет спустя Вертинская. А вместо нее родилась вертинская актриса, которая больше не принадлежала себе. После оглушительного триумфа «Алых парусов» и «Человека-амфибии», который мгновенно превратил 17-летнюю Анастасию Вертинскую во всесоюзный символ чистоты и мечты, перед ней встала дилемма – оставаться кинозвездой-самоучкой или идти учиться ремеслу. Она сделала выбор в пользу профессионализма. Летом 1962 года она подала документы в Высшее театральное училище имени Щукина. Но первый экзамен обернулся унизительным провалом. Комиссия была настроена скептически. «Кинозвездочки нам не нужны, театр — это серьезно», заявил один из экзаменаторов. Преподаватель актерского мастерства Юрий Васильевич Катин-Ярцев был особенно строг. «Кино вас испортило. Вы привыкли к крупным планам, а в театре нужно владеть пространством сцены». Анастасия вышла с экзамена в слезах, но благодаря материнской поддержке решила доказать свое право на сцену. Целый год она занималась частными педагогами, сценической речью, движением, актерским мастерством. В 1963 году она снова пришла на экзамены. На этот раз Катин-Ярцев был более благосклонен. Видно, что работала над собой. Но поступаете вы не как кинозвезда, а как обычная студентка, и требования к вам будут соответствующие. Анастасия была счастлива попасть в училище. «Я думала, наконец-то буду как все», — вспоминала она. Но ее радость оказалась преждевременной. Театральное училище стало для Вертинской не убежищем, а новым полем битвы. В ее группе учились будущие звезды, амбициозный и талантливый Микита Михалков, Николай Бурляев, Александр Кайдановский, Леонид Филатов. Атмосфера была напряженной. Однокурсницы, среди которых были Марина Дюжева и Ирина Печерникова, не скрывали своей зависти. «Мы все завидовали Насте, она была такая красивая, уже известная, а мы никто», — честно признавалась Дюжева. Анастасия, защитная отчужденность которой сформировалась после смерти отца, держалась дистанцированно, и это только усиливало неприязнь. Коллеги считали ее высокомерной, хотя на самом деле она просто стеснялась и не знала, как себя вести в этом гнезде амбиций. Педагоги тоже относились к ней неоднозначно. Катин-Ярцев был беспощаден. «Вертинская, вы играете не роль, а играете в роль. Чувствуете разницу? Нужно не показывать эмоцию, а проживать ее». Эти слова ранили, но заставляли Вертинскую работать с маниакальным упорством. Именно в этот период на ее пути встал человек, который станет ее первой большой любовью и первым ее тюремщиком. Никита Михалков с первого дня учебы не скрывал своего интереса. «С Настей мне попросту снесло крышу», позже признавался он. Никита был настойчив, дарил цветы, писал записки, часами дежурил под окнами. Но была и темная пугающая сторона, которую спровоцировала ее недосягаемая красота.
По словам однокурсников и самой Анастасии, один из студентов, имя которого она предпочитала не называть, начал ее преследовать. Был такой случай. Осторожно рассказывала она много лет спустя. Один человек потерял чувство реальности, угрожал мне, следил, даже нож с собой носил. Александр Кайдановский, друживший с Анастасией, подтверждал, что парень совсем с катушек слетел, и Настя боялась оставаться в училище одна. К счастью, ситуация не дошла до трагического конца, студента отчислили. Но этот инцидент оставил глубокий след в ее душе. Она осознала, что красота может быть не только даром, но и опасностью, провоцирующей агрессию у мужчин, воспринимающих ее как вызов, который можно покорить любой ценой. Пока Анастасия осваивала основы театрального ремесла и боролась с навязчивыми поклонниками, ее кинокарьера продолжала стремительно развиваться. Еще будучи студенткой «Щуки», она получила роль Офелии в легендарном «Гамлете» Григория Козинцева 1964 года, где ее партнером стал Иннокентий Смоктуновский. Затем последовала роль Лизы Балконской в киноэпопее Сергея Ондарчука «Война и мир» 1966-67 годов, одном из самых высокобюджетных проектов в истории советского кино, который позже получит «Оскар». В училище ее успех воспринимался настороженно. Педагоги предупреждали: популярность может испортить актрису. Вертинская: не забывайте, что вы в первую очередь студентка, а потом уже кинозвезда. Анастасия чувствовала, что попала в золотую клетку славы, из которой уже невозможно было выбраться. Ее жизнь больше не принадлежала ей. На фоне этого бешеного успеха развивался ее роман с Никитой Михалковым. Настойчивость его, наконец, принесла плоды. После одного единственного танца на студенческом вечере под подмосковные вечера она сдалась. В этот момент, по словам Михалкова, она смотрела на него не как на докучливого поклонника, а как на мужчину. Но счастье было омрачено. Михалков оказался невероятно ревнивым. Он не мог спокойно видеть, как со мной здороваются другие мужчины, рассказывала Анастасия. Устраивал сцены из-за каждого взгляда, каждой улыбки. Он дрался с поклонниками и то и дело попадал на норы, в милицейские участки. Она не понимала тогда, что эта ревность не проявление любви, а разрушительная сила. Мне казалось, что это проявление любви. Я даже радовалась. Значит, он действительно меня любит, раз так переживает, признавалась Вертинская. К выпускному курсу в 1966 году он сделал ей предложение прямо на выпускном вечере, встав на колено перед всей группой. Свадьба 15 августа в 1966 году стала событием всесоюзного масштаба. В ЗАГСе собрались сливки московской интеллигенции. Это был союз двух династий, двух творческих миров. Лидия Владимировна, мать невесты, волновалась. Я переживала, сможет ли она быть обычной женой. Уже на свадьбе проявились первые противоречия. Никита сразу заявил, что Настя теперь будет больше времени уделять семье, а всего через месяц, 24 сентября того же года, родился их сын Степан. Когда я взяла сына на руки, поняла, это самое важное в моей жизни, говорила Анастасия. Материнство изменило ее полностью, но радость не смогла скрыть растущих противоречий. Как эта любовь превратится в тюрьму, и почему самый красивый союз СССР рухнет всего через 3 года после всесоюзной свадьбы? Роман 19-летней Анастасии Вертинской и 21-летнего Никиты Михалкова, начавшийся на 3-м курсе Щукинского училища, был похож на голливудский сюжет. Он – наследник знаменитого поэта Сергея Михалкова, амбициозный и талантливый. Она – дочь легендарного Александра Вертинского и уже признанная кинозвезда. «С Настей мне попросту снесло крышу», – признавался Михалков. Он был покорен ее красотой, загадочностью и недоступностью, которые сводили его с ума. Анастасии он тоже импонировал. Никита был такой уверенный в себе, яркий, немножко наглый, выделялся среди всех однокурсников своей харизмой. Но началось все не так просто. Поначалу Анастасия не отвечала взаимностью, вокруг нее вились толпы поклонников. Отчаявшийся Никита даже начал встречаться с их общей подругой, балежиной Еленой Матвеевой. За Вертинской в тот момент ухаживал Андрей Миронов. Однажды на вечеринке обе пары встретились. И тут случилось нечто неожиданное. Вертинская схватила Михалкова за руку и выбежала с ним из квартиры. На лестничной клетке она поцеловала его. Влюбленные больше не вернулись на ту вечеринку. Их взгляды пересеклись, и любовь внезапно вспыхнула, как спичка. Михалков был окрылен и счастлив.
Практически сразу он предложил Вертинской жить вместе. Настя, не задумываясь, приехала к нему. Начался бурный роман со скандалами, примирениями, битьем посуды и ревностью. Но была и темная сторона этой любви. Михалков оказался одержимым собственником и невероятно ревнивым. Он не мог спокойно видеть, как с его знаменитой женой здороваются другие мужчины, и устраивал скандалы из-за каждого взгляда, каждой улыбки. Из-за ее популярности он то и дело попадал на нары в милицейские участки, поскольку дрался с поклонниками и даже однокурсниками, которые, по его мнению, слишком внимательно смотрели на Анастасию. «Мне казалось, что это проявление любви», – размышляла много лет спустя Вертинская. «Я даже радовалась, значит, он действительно меня любит, раз так переживает». Она не понимала тогда, что ревность может быть разрушительной силой. Когда Михалков предложил ей выйти замуж, к его удивлению, актриса отказалась. Даже беременность Вертинской не сбавила накала страстей, настолько горячими были темпераменты влюбленных. 24 сентября 1966 года родился их сын Степан. «Когда я взяла сына на руки, поняла, это самое важное в моей жизни», — говорила Анастасия. Свадьбу Анастасия и Никита сыграли только спустя полгода после рождения сына, 15 августа 1967 года. Церемония стала событием всесоюзного масштаба. В ЗАГСе собрались сливки московской интеллигенции. Это был союз двух династий, двух творческих миров. Однако штамп в паспорте не изменил характеров супругов. Уже на свадьбе проявились первые противоречия. Никита сразу заявил, что Настя теперь будет больше времени уделять семье. Но его отец, писатель Сергей Михалков, понимал, что у этой пары нет будущего. Он говорил сыну, что у них с Анастасией слишком одинаковые характеры. Настолько сильным и ярким личностям становилось душно в одном помещении. Они испепеляли друг друга, сами того не подозревая. Материнство изменило Анастасию полностью. На какое-то время ее поглотил семейный быт. Она ушла в тень, у нее практически не было новых ролей. Впервые за долгое время Вертинская отказывала режиссерам даже в самых перспективных проектах. Но семейная идиллия продолжалась недолго. К 1969 году идиллия в семье Михалковых окончательно рассыпалась. Вертинская быстро заскучала в декрете, она была одержима работой. Чтобы порадовать любимую, Михалков договорился, что будет помогать с маленьким Степой, и отпустил ее на съемки. Но Вертинская ушла в работу с головой, актриса могла даже оставаться ночевать в съемочном павильоне. Возвращаться домой ей совершенно не хотелось. Главной причиной разлада стали кардинально разные взгляды на роль женщины в браке. Никита хотел видеть в ней традиционную жену, чтобы она готовила, встречала его с работы, воспитывала сына и забыла о карьере. «Я хотел нормальную семью», — говорил Михалков много лет спустя, «где муж работает, а жена создает домашний уют». Но Настя была другой. Она хотела быть и матерью, и женой, и актрисой одновременно. Ситуацию усугубляла невероятная популярность Анастасии. Куда бы мы ни пошли, все внимание доставалось ей. Везде люди узнавали Настю и игнорировали меня, признавался Михалков. Для его мужского самолюбия это было убийственно. Ревность Никиты превратилась в манию. Он мог устроить скандал из-за вежливого приветствия продавца в магазине и контролировал каждый ее шаг. «Никита превратился в тюремщика», — с болью говорила Анастасия. Она не могла принять ни одного творческого предложения без его одобрения, а он считал, что любая ее роль – это предательство семьи. Переломным моментом стал случай осенью 1969 года. Анастасии предложили главную роль в фильме Сергея Герасимова, которая была для нее ролью мечты. Но Михалков категорически запретил жене сниматься. Тогда Анастасия приняла решительное решение. «Я сказала Никите, если ты не можешь принять меня такой, какая я есть, то нам не по пути». Михалков воспринял это как предательство. «Значит, роль в кино тебе дороже нашего брака?» Решение о разводе далось обоим тяжело. «Я плакала 3 дня подряд», — признавалась Вертинская. «Понимала, что рушу не только свою жизнь, но и жизнь сына». Бракоразводный процесс прошел цивилизованно, споров об имуществе не возникло. Но это была ужасная трагедия. Разрушился не только брак, но и дружба. Они перестали общаться почти на 20 лет. 4-летний Степан тяжело переживал развод, постоянно спрашивая, когда папа вернется домой.
Сейчас я понимаю, что мы оба были правы в своих желаниях, размышляла много лет спустя Анастасия. Никита хотел обычного семейного счастья. Я хотела совместить личную жизнь с творчеством, но в те времена это было почти невозможно. Встретились два сильных человека в период своего формирования. Я по натуре не жена гения, не могу нигде быть вторым человеком, только первый. Таким людям, как мы, ужиться было очень трудно. Тем не менее, бывшие супруги сохранили теплые отношения. Анастасия говорила, что режиссер входит в круг ее близких, а Михалков, что всегда испытывает чувство светлой ностальгии, встречая экс-жену. Более того, несмотря на роспись с Александром Градским, Вертинская подчеркивала, что своим единственным мужем считает Никиту Сергеевича. После болезненного развода Анастасия Вертинская поклялась себе никогда больше не выходить замуж. «Я устала от попыток объяснять мужчинам, кто я такая», — говорила она друзьям. «Лучше быть одной, чем жить в постоянном напряжении». Но через 5 лет одиночества на сцене Дома актеров в 1974 году вспыхнет новая искра с рокером Александром Градским. Станет ли этот второй брак ошибкой в паспорте или уроком о том, что красота притягивает лишь трофеи, а не настоящих партнеров? После болезненного развода с Михалковым в 1969 году Анастасия Вертинская поклялась себе никогда больше не выходить замуж. «Я устала от попыток объяснять мужчинам, кто я такая», — говорила она друзьям. «Лучше быть одной, чем жить в постоянном напряжении». 5 лет она держала эту клятву. 5 лет одиночества, работы в театре и кино, воспитание сына Степы. Она снималась в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Дни Турбиных», продолжала играть на сцене. Казалось, она научилась жить без мужчины рядом. Но в 1974 году в Доме актеров на сцене вспыхнула новая искра. Ее имя – Александр Градский, рокер, композитор, обладатель мощного голоса и бунтарского характера. Он был моложе ее на несколько лет, амбициозен, талантлив и совершенно не похож на Михалкова. Встреча произошла случайно. Градский выступал на творческом вечере, Анастасия была среди зрителей. Их познакомили после концерта. «Я увидел ее и понял, вот она, моя муза», — вспоминал позже Градский. Анастасия тоже была очарована. После строгого и требовательного Михалкова Градский казался глотком свободы. Роман развивался стремительно. Они уезжали в Крым, где проводили время вдали от посторонних глаз. Градский писал для нее песни, посвящал романсы. Анастасия чувствовала себя молодой и желанной. Свадьба состоялась в октябре 1975 года. Расписались тихо, без пышных торжеств. Лидия Владимировна, мать Анастасии, была против этого брака. «Я чувствовала, что это не то», — признавалась она позже. И материнская интуиция не подвела. Брак оказался катастрофой с самого начала. Градский и Вертинская были слишком разными людьми. Он – богемный музыкант, привыкший к ночным репетициям, шумным компаниям, спонтанным решениям. Она – аристократка духа, выросшая в атмосфере классической культуры, предпочитавшая тишину и порядок. «У нас было разное детство», – объясняла позже Вертинская. «Я выросла в интеллигентной семье, где царила классическая музыка и французские стихи. Саша рос в другой среде. Мы говорили на разных языках». Градский ревновал ее к прошлому, к Михалкову, к славе. Он хотел, чтобы она была его музой, но при этом не затмевала его собственный успех. Анастасия быстро поняла, она снова попала в ловушку мужского эго. Ситуацию усугубляло то, что карьера Градского стремительно шла вверх, а Вертинская переживала творческий кризис. Ей казалось, что она теряет себя в этом браке. «Я искала в нем отца-защитника», признавалась она много лет спустя, но нашла очередного ребенка, которому нужна была няня. Развод оформили в 1977 году, через 2 года после свадьбы. Расставание прошло спокойно, без скандала с дележа имущества. Просто 2 человека поняли, что ошиблись. Это была ошибка в паспорте. Так охарактеризовала Анастасия свой второй брак. После развода она сделала для себя важный вывод. Красота притягивает не партнеров, а трофеи. Мужчины влюблялись не в нее как в личность,
а в образ советской Мадонны, в недоступную богиню экрана. Они хотели обладать ею, а не быть рядом с ней. «Я поняла, что мне вообще не надо было выходить замуж», – размышляла Вертинская. «Я по натуре не жена гения. Я не могу быть вторым человеком, только первый. Таким людям, как я, семейная жизнь дается с трудом». После 2 неудачных браков 33-летняя Анастасия окончательно решила: больше никаких штампов в паспорте. Только работа, только творчество, только свобода. Но судьба готовила ей новые испытания. Встречу с человеком, который станет любовью всей ее жизни, не будучи ее мужем. Олег Ефремов, гениальный режиссер, 17 лет разницы в возрасте, женатый человек. 20 лет страсти, алкоголизма, театральных интриг и скандалов. 20 лет, которые раскроют ее как драматическую актрису, но окончательно убедят – личное счастье не для нее. Конец 70-х, Московский художественный театр. Анастасия Вертинская, 35-летняя актриса с 2 неудачными браками за плечами, встречает человека, который изменит ее жизнь навсегда. Олег Ефремов, 52-летний режиссер, легенда советского театра, женатый мужчина, алкоголик. Их роман начался в 1979 году, когда Ефремов пригласил Вертинскую в МХАТ. «Я увидел в ней не кинозвезду, а настоящую драматическую актрису», — говорил он. Под его руководством Анастасия раскрылась. Она сыграла Раневскую в «Вишневом саду», Оливию в «12-й ночи», получила признание театральной критики. Но цена этого успеха была высока. Ефремов пил запоями, устраивал скандалы, ревновал ее к прошлому. Анастасия терпела, потому что любила, и потому что в театре рядом с ним она чувствовала себя настоящей. В 1988 году Ефремов предложил ей выйти за него замуж. Он был готов развестись ради нее. Но Анастасия отказалась. «Я не хотела разрушать чужую семью», — объясняла она. «И я уже знала, что брак убивает любовь.